Меня зовут Влад Новиков, я работаю разработчиком в компании Smart, ERP-систем, в частности AX. И сегодня я расскажу про сопоставление в AX 2012. Какой план на сегодня? Я сначала расскажу вообще, что такое сопоставление, как его использовать, зачем его использовать, какие бывают его виды, как это работает, как это использовать, но затем отвечу на все ваши вопросы, которые возникнут. По мере тоже буду отвечать, если смело задавайте вопрос. Что такое сопоставление? У нас объектами сопоставления являются проводки, которые увеличивают либо уменьшают задолженность по клиенту. Какие проводки, например, увеличивают задолженность по клиенту? Да, скажу наперед, что я буду сегодня рассказывать только про модуль работы расчета с клиентами по той простой причине, что с поставщиками там все проходит аналогичным образом, и я просто не хочу на нем останавливаться и повторять одно и то же. Так вот, какие проводки увеличивают задолженность? Это, например, накладные по заказу на продажу, free text invoice, платежи с минусом. Соответственно, уменьшают задолженность клиента, это его платежи, векселя, возвраты заказов и тому подобное. И в чем суть? Нам нужно наши проводки сопоставить между собой. То есть, грубо говоря, сказать, что вот какой-то, в самом простом случае, какой-то платеж пришел за какой-то заказ на продажу. То есть нам нужно установить логическую связь между проводками, которые увеличивают задолженность и которые уменьшают задолженность. Понятно, да? Несложно. Есть у нас такой дальше механизм, как маркировка. Что это такое? Предположим, у нас есть немножко более сложная задача, когда нам нужно не просто сопоставить открытые между собой проводки, а у нас есть еще не сформированный какой-то документ, например, накладной по заказу на продажу у нас еще нету. У нас заказ на продажу это просто идет как черновичок. Но мы хотим сказать, что этот заказ на продажу после того, как он будет разнесен по нему, после того, как по нему будет выставлена накладная, мы хотим, чтобы и проводки по этой накладной были сопоставлены с какими-то такими платежами, которые мы выберем ему наперед, то есть, грубо говоря, маркируем. Что получается? Что мы берем какую-то неразнесенную сущность, открытую сущность, и сопоставляем с открытыми проводками, которые не сопоставлены с другими проводками. То есть я же говорю, для примера это может быть какой-то открытый заказ на продажу, или это может быть, который мы сопоставляем с какими-то уже разнесенными платежами, или наоборот, у нас какой-то еще не разнесенный платеж в журнале платежей. Мы пытаемся сопоставить с накладными по заказу на продажу, что вот этот платеж идет за то-то. И в конечном итоге мы хотим получить две сопоставленные между собой разнесенные проводки. Тоже несложно, да? Где это происходит? Соответственно, если мы хотим из журнала платежей какой-то вот неразнесенный еще журнал платежей перед разноской сопоставить его с открытыми, с накладными по заказу на продажу или free text invoice, в общем, с проводками, которые увеличивают нашу задолженность, то мы должны, для журналов это общая схема, что мы должны перейти во вкладку Journals, открыть его строки и открыть по кнопке Functions, есть там кнопка сопоставления. Вот пример для Accounts Receivable, тоже для журнала платежей. Все то же самое. То есть это у нас был для General Ledger, для модуля. Это у нас для Accounts Receivable. Соответственно, если мы хотим сопоставить между собой, маркировать заказ на продажу с какими-то платежами, то мы переходим вот в Sales Order, на вкладке Invoice мы можем по Open Transaction Settle открыть вот эту формочку. Или если же мы хотим сопоставить непосредственно какие-то две проводки, которые уже есть по клиенту, то мы вот можем перейти на вкладку Collect и Settle Open Transactions. Наверное, с картинок не очень удобно, поэтому давайте я, может, вам покажу. Но предварительно скажу, какие еще раз все-таки бывают виды сопоставления. Сопоставление бывает первое, это ручное сопоставление. То есть, когда мы берем, у нас есть открытые проводки. Да, открытые проводки – это те проводки, которые не сопоставлены с другими проводками. То есть, у них есть какой-то еще платеж идет, допустим, проводка идет на какую-то сумму, и у нее есть какая-то открытая часть. Вот открытая часть – это та сумма, которая не сопоставлена еще с другими проводками.
Так вот, сопоставление бывает ручное. Это когда мы берем, открывается у нас формочка проводок по клиенту, и мы говорим, что мы выбираем те проводки, которые мы хотим сопоставить между собой, и нажимаем «Обновить». Вот это ручное сопоставление. Далее, автоматическое сопоставление по выбранным проводкам происходит у нас, вот как я уже раньше говорил, это вот у нас маркировка. Когда мы заказ на продажу, открываем формочку, где мы выбираем платежи, с которыми мы маркируем после разноски накладной, и вот эти проводки будут сопоставлены между собой. Вот это происходит автоматическое сопоставление по выбранным проводкам. И дальше есть автоматическое сопоставление по приоритету. Это когда мы не выбрали, с какими маркировками, с какими проводками мы хотим, чтобы вот эта будущая проводка была сопоставлена. Мы просто хотим, чтобы оно как-то было сопоставлено, но с каким-то приоритетом. Изначально, если не задано другого, то приоритет, проводки между собой сопоставляются по ваучеру. Но также можно добавить еще в приоритет сопоставления, это сопоставление по типу проводки, по сроку выполнения, по дате скидки по оплате, по дате проводки и сумме проводки. И, соответственно, в одном или другом порядке, в порядке впадания и убывания. Тип проводки, это, например, мы хотим, чтобы у нас кредит-ноты были первые. Сначала сопоставлять с кредит-нотами, а потом со всеми остальными. То вот теперь давайте я покажу в этом системе. Так. Начнем, наверное, с самого простого сопоставления. Это сопоставление открытых проводок. Мы находимся в модуле расчете с клиентами, открываем наших клиентов. Возьмем какого-нибудь такого клиента. На вкладке Collect, на русском собрать, у нас есть кнопочка «Сопоставить открытые проводки», где мы выбираем проводку по платежу и проводку, с которой мы хотим сопоставить. И нажимаем «Обновить». Про вот эти вот красненькие штучки я расскажу чуть-чуть позже. Дальше. Все, у нас произошло сопоставление. Что? Если мы хотим какой-то заказ на продажу вот маркировать заказ на продажу с какими-то проводками, с какими-то платежами, то мы переходим в модуль, опять же таки, модуль расчета с клиентами, во все заказы на продажу, берем какой-нибудь заказик на продажу, на вкладке «Накладная» открываем формочку, опять же таки, транзакций и выбираем, с какими проводками мы хотим, чтобы это было сопоставлено. Все, и так сохраняем. И теперь при разноске у нас с вот этими проводками накладная по вот этому заказу на продажу будет сопоставлена. Аналогичным образом мы заходим в журнал платежей. Заходим в журнал платежей. Открываем его строки. Открываем его строки. И говорим Functions Settlement. Открывается точно такая же формочка, где мы опять же таки выбираем наши проводки и закрываем формочку. Тут еще есть дополнительный функционал, который пересчитывает нам сумму этого журнала, но это выходит за рамки. Вот, журнал пересчитался, если вам интересно. Но есть еще такой момент, о котором я не указал в презентации. Если мы, по вот этому сопоставлению мы сделали, мы выбрали несколько проводок. Но если мы точно знаем, что этот платеж придет за какую-то одну накладную, то мы можем саму эту накладную указать на гриде в табе Invoice. И у нас все то же самое произойдет. То есть, грубо говоря, если вы заметили, то когда мы выбираем Function Settlement, то при выборе нескольких проводок у нас в Invoice записывается звездочка. Что это несколько проводок. Да, давай. Ты сейчас сопоставляешь проводки с обратным знаком? Я сейчас сопоставляю, у меня есть неразнесенный платеж. И я его сопоставляю с проводками. Я его маркирую с проводками и говорю, что при разноске этого платежа
проводка, которая создастся по этому платежу, будет сопоставлена с проводками, которые я отметил. Воно тобі підбирає проводки, де знак обратный. Если он не сможет сопоставить, он его не сопоставит. Он не разделяет, он не запрещает мне выбрать те проводки, с которыми я не могу сопоставить. То есть, грубо говоря, если у меня есть проводка, которая увеличивает задолженность по клиенту, я сопоставляю ее с проводкой, которая, опять же таки, увеличивает задолженность по клиенту, у меня не пройдет сопоставление. Но мне не запрещено, грубо говоря, делать это. Просто ничего не произойдет. Так, что я еще хотел добавить. Если у нас произойдет автоматическое сопоставление, если мы хотим, чтобы у нас произошло автоматическое сопоставление, но при этом у нас автоматическое сопоставление будет если мы при этом отметим проводки в заказе на продажу, с которыми мы хотим, чтобы это было сопоставлено, то вот это автоматическое сопоставление по нашим маркированным проводкам будет приоритетнее, нежели автоматическое сопоставление по приоритету. Оставшееся, скажем так, автоматическое сопоставление. Вернемся к презентации. У кого-то, может, на этом этапе еще есть какие-то вопросы? Хорошо. Настройка автоматического сопоставления. Настройка автоматического сопоставления в рамках, опять же, такие модуля расчета с клиентами находится в параметрах этого модуля на вкладке сопоставления. Давайте я, наверное, тоже это покажу, потому что там лучше про это тоже рассказывать. Вот у нас Account Receivable Parameters. Settlement. Что у нас тут есть? Если мы хотим, чтобы у нас произошло автоматическое сопоставление, то мы должны проставить галочку «Автоматическое сопоставление». При этом, если мы хотим настроить приоритет сопоставления, то мы нажимаем галочку «Настроить приоритет сопоставления». И вот в этом формочке мы говорим Manage Priority. Что тут происходит? Вам видно всем, да? Хорошо. Когда мы хотим добавить какой-то дополнительный приоритет к нашему сопоставлению, мы нажимаем на тот приоритет, который мы хотим добавить, допустим, Transaction Amount, делаем его Active, задаем порядок, в котором они будут сопоставляться, то есть по возрастанию, по убыванию, соответственно, цены транзакций, суммы транзакций. И мы выбираем, мы придаем ей приоритет. То есть, грубо говоря, если у нас Transaction Amount будет в самом верху, то при автоматическом сопоставлении сначала будут сопоставляться проводки с приоритетом Transaction Amount. Соответственно, обычно все сопоставляют по ваучеру. Автоматическое сопоставление обычно происходит по ваучеру. И причем, что самое интересное, мы не можем его даже выключить. То есть у нас все равно будет автоматическое сопоставление, когда оно у нас будет, но по умолчанию будет по ваучеру. И мы это не сможем никак изменить. Но ваучер у нас будет с наименьшим приоритетом при условии, чтобы мы добавляем какой-то другой приоритет. И чтобы у нас использовался вот этот приоритет, который мы задаем, то мы должны еще нажать вот эту галочку Use Priority for автоматического сопоставления. Да. Но и этого недостаточно для автоматического, для того, чтобы у нас отработало автоматическое сопоставление. Что еще нужно сделать? Я, наверное, не буду возвращаться к презентации, а сразу же расскажу. У нас автоматическое сопоставление есть еще мы должны указать в модуле General Ledger. Наверное, посмотрю все-таки в презентацию. И в General Ledger. Мы должны просто задать профиль разноски. Вот, Customer Processing Profiles. Вот, когда мы разносим какие-то проводки, будь то, опять же, таки платеж или накладная заказ на продажу, мы задаем ему профиль разноски. General Profile и так далее, какие мы создадим. И вот в этом профиле разноски у нас, опять же, таки есть галочка Settlement, которая спрашивает, мы указываем, может ли эта транзакция быть автоматически сопоставлена или нет. То есть, грубо говоря, если эта галочка не будет стоять,
то даже при вот этой вот галочке в автоматическом сопоставлении у нас автоматическое сопоставление не произойдет. Поэтому это тоже нужно учитывать, что если у вас что-то не сопоставляется, то проставьте вот тут галочку, проверьте, стоит ли тут галочка. Еще одно важное замечание по поводу автоматического сопоставления по приоритету. Если мы создадим заказ на продажу, какой-то заказ на продажу, и при этом у нас, когда, вот грубо говоря, у нас сейчас в параметрах мы снимем галочку сопоставления. Вот, подумаешь, ну не нужно нам автоматическое сопоставление. Потом мы создали заказ, создаем новый заказ на продажу, все дела. А потом подумали, а нет, ну все-таки хочу включиться в автоматическое сопоставление. И опять проставлю вот тут галочку. Бац-бац. Вот это вот не сработает. Почему так? Потому что когда создается заказ на продажу, то сразу проверяется, а стоит ли у нас вот там вот галочка или нет. И сразу вот у нас есть там полечко Settle Voucher, который принимает значение, что если у нас стоит там галочка, то он принимает значение AutoSettle. И, соответственно, если вот эта галочка не будет стоять до тех пор, пока мы, вот на тот момент, когда мы создадим заказ на продажу, то у нас не пропишется AutoSettle вот в это полечко, а там будет просто стоять none. И, соответственно, то же самое с журналами платежей. То есть, грубо говоря, если мы хотим, чтобы было автоматическое сопоставление, галочку автоматического сопоставления нужно ставить перед тем, как мы создаем ту или иную сущность. Реверс сопоставления. Если мы неправильно сопоставили наши проводки, или они автоматически сопоставились неправильно, нам просто не нравится, как они сопоставлены, у нас всегда есть возможность их вернуть. Давайте я тоже покажу, наверное, где это происходит и как это в системе происходит. Все правильно. Опять же таки открываем всех наших клиентов. Collect. Вот, опять же таки на той же вкладочке, где мы сопоставляем открытые проводки по клиенту между собой, у нас есть кнопочка «Рассопоставить сопоставленные проводки», «Редактировать сопоставленные проводки». И что тут происходит? Мы видим какие-то проводки, которые сопоставлены как-то с кем-то друг с другом. Мы пока не знаем, с кем они сопоставлены. Мы говорим, что мы хотим, чтобы, вот, допустим, вот эта проводка была рассопоставлена. И что происходит? У нас выбирается сразу же та проводка, с которой она была сопоставлена. Может, какой-то вот примерчик. Не очень видно. Вот если мы снимем галочку и опять поставим, у нас сразу появляется вот тут галочка, которая говорит, что вот эта проводка была сопоставлена с этой проводкой, поэтому если ты раз сопоставляешь вот эту проводку, то будь добр еще раз сопоставить вот эту. Причем, что я просто так не смогу снять галочку, потому что у меня сразу же пропадет и та галочка. В принципе, что и логично, потому что сопоставление это процесс двухсторонний. И вот мы выбираем наши, кого мы хотим рассопоставить, делаем реверс. Все, отсюда они пропадают, они появились тут. Понятно, да? Давайте теперь как... Это что так? Как это все происходит? Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что вы все загрустите. Но как это использовать и поверхностно, как это работает, я сейчас расскажу. В чем суть? У нас есть какой-то оригинатор. Что такое оригинатор? Оригинатор – это та сущность, с которой мы хотим сделать сопоставление. То есть, допустим, мы хотим сделать сопоставление, отметить проводки для заказа на продажу. Мы говорим, что оригинатор – это у нас будет sales table. Если мы хотим сопоставить между собой проводки по какому-то кастомеру, у нас это будет cast table и так далее.
И главный классик, который делает все за нас, это Cast Event Open Trans Manager. Вот когда мы создаем вот этот вот новый экземпляр менеджера, мы передаем в него оригинатор, то есть с кого мы делаем вот это вот сопоставление, с кем мы хотим, чтобы наш оригинатор был сопоставлен, грубо говоря. Передаем его в менеджер, и вот в методе init_from_caller, в зависимости от того, что будет в этом оригинаторе, у нас будет происходить разная логика. Дальше. Есть у нас этот оригинатор. Мы должны к нему добавить какие-то те вот открытые проводки, с которыми мы хотим, чтобы он был сопоставлен. То есть мы апдейтим наш менеджер вот этими cast_transopen, посредством метода update_transmarked на этом вот классике. То есть, грубо говоря, если себе представить корзину лесника, у которого владелец этой корзины оригинатор, то корзина это будет менеджер, cast_transopen это будут грибы, а посредством метода settle_mark_trans мы говорим, что этот лесник собрал вот эти грибы. Приблизительно так. Вот и вся логика. Они, начиная с 9 аксы, сделали вот все для использования вот таким вот простым образом. И возвращаясь вот к модели данных, что происходит, какие основные таблички задействованы при всем этом. У нас есть cast_transopen table, соответственно, табличка открытых транзакций. Cast_settlement table – это та табличка, где будут появляться наши транзакции после сопоставления. То есть там в этой табличке будет храниться данные, что вот эта транзакция, вот эта проводка сопоставлена с вот этой проводкой на такую-то сумму. И наоборот. То есть, грубо говоря, если у нас было сопоставление 1 к 1, то в этой табличке создастся 2 записи. И на каждой из вот этих новосопоставленных записей будет стоять чекбокс «It can be reversed», соответственно, для реверс-сопоставления. Потому что, когда мы делаем реверс-сопоставление, то вот у нас записи из этой таблички, они не удаляются, но просто галочка с них снимается. И SpecTrans Table. Помните, я говорил, да, о красненьком флажочке вот таком вот на проводочках. Что это имеется в виду? Когда мы апдейтим наш оригинатор cast_transopen, у нас создаются рекорды в SpecTrans, которые говорят, что, вот, грубо говоря, мы сделали маркировку для заказа на продажу с какими-то платежами, и в SpecTrans добавляется, что вот эти вот проводки по платежам, они уже зарезервированы для какого-то заказа на продажу. И когда происходит settle_mark_trans, то он обрабатывает именно табличку SpecTrans. И поэтому до тех пор, пока мы не удалим рекорды из SpecTrans посредством либо сопоставления, либо просто мы снимем вот эти галочки из заказа на продажу, мы не сможем выбрать вот эти же проводки, которые выбрал кто-то другой для какого-то другого заказа на продажу. Мы не сможем их же выбрать. И вот это, грубо говоря, большая проблема для всех, потому что если кто-то вот сидит какой-то бухгалтер, у него есть какой-то заказ на продажу, он отметил там десяток платежей, которые нужны другим бухгалтерам, которые сидят в этой же компании, хотят отметить другие заказы на продажу, то они не смогут этого сделать до тех пор, пока он не разнесет этот заказ на продажу, не разнесет накладную по этому заказу на продажу, либо же не снимет. Что самое интересное, они не смогут понять, что вот вообще с каким заказом на продажу сопоставлена та или иная проводка, которая вот висит красненьким флажочком. Вот я сейчас покажу, что я не могу выбрать эту проводку. Пам-пам, пам-пам. Я же могу сюда смотреть. Вот, висит красненький флажочек. Говорится, что вот эта проводка есть у какого-то другого заказа на продажу, и я не смогу ее выделить для сопоставления, потому что market by another user. И вот не программно из клиента я не смогу понять, с кем она сопоставлена. То есть, если разве что только не пройду по всем заказам на продажу и не найду
тот заказ на продажу, у которого есть вот это сопоставление. Причем, что они, грубо говоря, могут быть даже между собой сопоставлены, ну, отмечены вот в кастомерах. Вот эти проводки просто сами между собой могут быть сопоставлены. Так, на этом основная часть доклада закончил. Я единственное хочу вам показать еще, что это действительно так и происходит. На примере, опять же таки, вот пометки для сопоставления заказа на продажу и платежей. Cast, Trans, Cast, Open, Trans. Формочку я не смогу открыть. В Init. В Init мы имеем вот эту самую инициализацию нашего менеджера, в который мы в констракт передаем наш оригинатор. Кто есть нашим оригинатором? Оригинатором наш есть рекорд Arcs. И, соответственно, мы вызвали из заказов на продажу вот эту формочку, и у нас в Arcs будет sales table. Этот sales table передается в менеджер как оригинатор. Потом когда мы выделяем вот эти вот, когда мы делаем маркировку платежей, у нас отрабатывает метод editMarkTrans на DataSource CastTransOpen, который и говорит, что если у нас, который принимает, во-первых, CastTransOpen и MarkTrans, и говорит вообще, устанавливаем мы что-то или нет, ну, то есть, грубо говоря, поставили мы марку или нет. То есть, если мы поставили какую-то марку, то проверяется вот, в общем, если у нас MarkTrans есть, то есть, грубо говоря, когда мы ставим галочку на нашу проводку и у нас передается MarkTrans, что мы маркируем транзакцию, да, мы маркируем, тогда у нас происходит вот этот самый update transmark, который передает нашу проводку, которую мы маркируем, и с каким знаком. То есть, грубо говоря, вот этот update transmark тоже принимает в себя открытую проводку, и маркируем мы ее или снимаем маркировку. Дабы вы поверили, что это все действительно работает, я создал маленький джобик. Для начала я создал вот наш клиент, ST85 клиент, ST85 это SmartTalk сегодняшний, у которого я сделал 3 проводки. Одна проводка это заказ на продажу на сумму 100 денег и 2 платежа на 40 и 60 денег. Как видим, они не сопоставлены между собой, потому что вот в сальдо записывается именно та сумма, которая еще является открытой для этой проводки. То есть, грубо говоря, если бы у нас этот заказ на продажу был сопоставлен с какой-то другой проводкой, например, на 50, то в сальдо у нас бы записалось бы 50. То есть, конкретно мне лейба сальдо не очень нравится, я бы скорее ее, ну да, тут писать разница между суммой в валюте проводки и открытой суммой и сопоставленной суммой было бы длиннее, но в общем, понимаете, что вот это сальдо – это разница суммы в валюте проводки между сопоставленной суммой и сопоставленной суммой. И есть такой джобик. Ничего не видно, да? Так видно. Есть наш менеджер. Есть settlement. Рекорды таблицы Cast Settlement. Есть SpecTrans Manager. Мы говорим, что оригинатором наш будет Cast Table, который мы находим по аккаунт нуму 067.
И мы говорим, поскольку у нас проводок немного, я не очень там сильно заморачивался с джобиком, для простоты у нас проводки только 3. Мы говорим, что мы берем и хотим сопоставить все вот эти 3 проводки. Ну, то есть берем и сопоставляем, добавляем в наш менеджер все проводки, которые есть по этому кастейблу. Вот мы обновляем наш менеджер с типом yes, потому что как будто мы маркируем вот эти наши проводки. И делаем settle mark trans. Запускаем. Ага. Технический момент. Пока я это делал, я их просто отметил. Вот это из той же серии, когда я говорю, что мы не можем пометить отмеченные проводки. То есть, грубо говоря, что я пытался только что сделать, я пытался в менеджер загнать те проводки, которые уже есть в спектрансе, потому что они были помечены между собой, потому что перед смарт-толком я не удосужился их снять. Вот. Неважно. Да. Что у нас произошло? Если мы посмотрим на наши проводки по клиенту, то мы увидим, что у них сальдо ушло в 0. Значит, они сопоставлены с кем-то. Но тут несложно догадаться, кто с кем сопоставлен, да? 40, 60 плюс 100 равно 100. 40 плюс 60 равно 100. И когда мы возьмем нашу редактирование сопоставленных проводок, мы увидим, что у нас создалось 4 проводки, потому что наша одна проводка по заказу на продажу сопоставилась с 2 платежами. И, соответственно, она разделилась, она сначала сопоставилась на 40, разделилась на 40 и 60, на 40 и 60, и оставшаяся часть сопоставилась с 60. И теперь делаем реверс. Вот это мы комментируем. Мы создаем SpecTrans Manager, в котором мы передаем наш оригинатор и TableNow Cast Settlement. То есть, грубо говоря, мы говорим, что мы будем работать с теми проводками, которые находятся, которые уже сопоставлены между собой. И опять же таки, для простоты мы выбираем все те Cast Settlement, у которых offset voucher является нашим заказом на продажу, и они могут быть сопоставлены обратно. Мы инсертим их в менеджер, и вот этот вот метод markOffset делает за нас вот эту вот штуку, когда мы выбираем одну проводку, а у нас проставляется другая галочка на другой проводке. Поэтому именно в этом примере я выбираю только те Cast Settlement, которые есть у которых в Offset Trans Voucher есть наш заказ на продажу, потому что когда я выберу один из них, когда я выбираю вот этот вот заказ на продажу, вот эту вот проводку по заказу на продажу, у меня посредством метода markOffset маркируется другая. И метод reverse transact делает наш реверс. Проверим. Проверим. Да. Бац, у них сальдо опять вернулось. Собрать. Редактировать сопоставленные мы не можем, потому что они открыты. Метод delete all снимает нам вот эти галочки. Все. Вопросики. Если вопросы есть, задавайте в онлайн режиме вопросов. Нет. Вопросов нет. Разрешите меня поблагодарить от имени компании, поздравить этим маленьким ценным подарком.